Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы поговорим о молочнице и цистите. Посмотрите видео до конца. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Чем отличается между собой цистит и молочница? Главное отличие цистита от молочницы – это разная природа этих заболеваний. Они могут возникать отдельно друг от друга, хотя часто проявляются вместе. Если своевременно не лечить молочницу, то она может стать причиной воспаления мочевого пузыря. Грибок кандида, когда попадает в организм, способствует появлению цистита, повреждая слизистую мочевого пузыря. Причины цистита и молочницы. Цистит чаще всего возникает при попадении в мочевой пузырь инфекции и посторонних микроорганизмов, а также при переохлаждении, гормональном дисбалансе и сниженном иммунитете. Молочница чаще всего передается половым путем, появляется при гормональных сбоях, несоблюдении гигиены и неправильном питании, что создает благоприятную среду для грибка кандида. Отличительные черты заболевания. Несмотря на различные природы заболевания, внешне их проявления схожи, что усложняет определение диагноза. Различить их можно за счет специфических симптомов. Молочница ротовой полости очень общительна, то есть она легко передается от человека к человеку. Беременные женщины могут передать молочницу ребенку во время его рождения. Дети могут подхватить, обмениваясь игрушками с другими детьми, а взрослые передают его друг другу через слюну. Но самой излюбленной локализацией грибка кандиды являются женские половые органы. Характерные симптомы молочницы – белые творожистые выделения, зуд, жжение во влагалище, усиливающееся после полового акта. Количество выделения возрастает в ночное время, может увеличиваться после принятия душа, хождения в туалет и полового акта. Покраснение внешних половых губ, реже возникает отечность, иногда доходящая до ануса. В тяжелых случаях больная может испытывать дискомфорт во время мочеиспускания. Симптомы патологического симбиоза. Молочница и воспаление мочевого пузыря могут возникать одновременно. В этом случае у женщины наблюдаются признаки обоих заболеваний. Симптомы цистита. Боль при мочеиспускании. Увеличивается частота позывов. Необходимость помочиться может возникать до нескольких раз в течение часа. Моча при цистите мутная. Сильные режущие боли над лобком. В тяжелых случаях поднимается температура, и в урине может появляться небольшое количество крови. Цистит у детей. Цистит встречается у детей любого возраста и обоих полов, но у девочек в силе анатомических особенностей чаще. У детей встречаются циститы, вызванные хламидией. Инфицирование ребенка происходит из-за наличия хламидиоза у его родителей или при нарушении ребенком норм гигиены, частом посещении бассейнов и саун. Также цистит у детей может появиться при ослабленном иммунитете. Боль и жжение, которые ребенок испытывает при мочеиспускании, могут спровоцировать острую задержку мочи. Цистит у мужчин – явление довольно редкое. Заболевание может появиться в результате воспалительной инфекции, из-за которой начинают страдать уретры, яичники и предстательная железа. Цистит у женщин встречается намного чаще, чем цистит у мужчин. Можно сказать, что эта болезнь более женская. Среди женских урологических заболеваний цистит является бессменным лидером. Практически каждая вторая женщина хоть раз в жизни испытала на себе все прелести цистита. Благодаря короткому широкому мочеиспускательному каналу инфекции из женских половых органов быстро достигают мочевого пузыря. Цистит у женщин быстро переходит из острой формы в хроническую. Также у женщин нередко развивается цистит при беременности, когда растущая матка начинает давить своим весом
на мочевой пузырь. При цистите у женщин ухудшается качество жизни. Ей приходится теплее одеваться, чтобы не застудиться, воздерживаться от близости с любимым человеком, сокращать из-за воспаления мочевого пузыря пребывание в общественных местах, на праздниках и мероприятиях. Женщина не высыпается, так как позывы к мочеиспусканию продолжаются и ночью, и днем. Начинает хуже себя чувствовать, испытывает психологический дискомфорт и выглядит усталой. Одним из наиболее безопасных и эффективных народных средств при лечении вагинального кандидоза считается отвар ромашки. Его применение обеспечивает бактерицидный и противовоспалительный эффект. Способ приготовления отвара. 1-2 столовые ложки залить стаканом кипятка 250 мл. Подогреть на водяной бане в течение 5-10 минут. Емкость с отваром обернуть полотенцем и дать настояться 40-50 минут. Отвар процедить и применять при спринцевании и подмывании. При заваривании вместе с ромашкой можно использовать кору дуба или цветы календулы в отношении 1 к 1, то есть 1 чайную ложку ромашки и 1 чайную ложку коры дуба на 250 литров воды. Спринцевание следует проводить не дольше 3 дней, поскольку при частом их применении нарушается естественный баланс микрофлоры влагалища. Рецепты от цистита. Брусника. Листья брусники обладают антимикробным и мочегонным действием. Последнее связано с наличием в листьях брусники гидрохинона. Листья применяются в виде отвара 2 столовые ложки на 1,5 стакана воды. При цистите принимают по 2 столовые ложки 5-6 раз в день. Брусничный отвар лучше действует в щелочной среде, поэтому во время лечения следует пить минеральную воду. Отвар из семян укропа. На стакан воды столовая ложка семян. Отвар готовится 10 минут. Пить по 100 мл 1 раз в день. Курс 5-7 дней. Не болейте. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До скорой встречи!